Всем привет, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить сочники, такие сочники из детства, домашний рецепт. С творогом, нежное тесто, ну в общем начинаем. Начнем со сметаны. Сметану я беру 20%, 15 не беру, потому что она мне кислит и она реже. Поэтому беру 20, но вы можете взять любую. Начинаем сначала взбивать сметану, можно сразу в нее добавить стакан сахара. И перемешиваем. После 2-3 минут взбивания сметаны сахар практически уже наполовину растал. Сюда отправляем щепоточку соли, так немного присолить. И одно яйцо. Яйцо и вообще все продукты, которые мы используем, должны быть комнатной температуры. Теперь все взбиваем вместе с яйцом. Вся масса стала такого красивого ванильного цвета. Сюда отправляем кусочек сливочного масла, но мягкого. Оно должно несколько часов полежать на столе. Так, поднимаем, убираем венчик. Если у вас нет миксера вообще дома никакого, вы можете все это делать обычным венчиком. Вот таким. Все взбиваем. Так, теперь очередь муки. Муку я просеиваю сразу в тесто, можно просеять заранее. И сюда же отправляю соду. Открываем. Посмотрите, теперь это уже все похоже на тесто. Венчик нам уже не пригодится. О! Так, и все тесто полученное выкладываем сейчас на стол. Я вот подготовила силиконовый коврик рядом, буду выкладывать на него. На стол высыпаем небольшое количество муки, ну так приблизительно 2-3 столовые ложки. И на него отправляем тесто. Значит, чтобы не переборщить с мукой, вот вниз я отправила 2-3 столовые ложки. Обмакнула тесто в муку, чтобы оно не липло больше к столу. И начинаем вымешивать. Обычно потом муки идет очень мало. Вот я сейчас вмешаю и покажу вам. Так, посмотрите, я вмешала муку, которая была на столе. И тесто вот немного липнет, видите, и к рукам чуть-чуть липнет. Я беру еще вот так вот мукички и подсыпаю. Значит, смотрите, обычно вот так вот несколько столовых ложек приходится подсыпать, чтобы оно не липло к рукам. Значит, если липнет к столу вот так сильно, ой, это много, вот так, буквально чуть-чуть, не должно липнуть слишком, чтобы куски теста у вас не оставались на руках. Посмотрите, вот тесто не липнет, и к рукам оно тоже не липнет, куски теста на руках не остаются, но оно такое, видите, вот живое, не тугое. В общей сложности у меня на весь этот рецепт никогда не уходило больше, чем 400 грамм муки, вообще в целом. Хорошо, тесто можем отложить в сторону, на несколько минут заверните его в пакет или накройте каким-то блюдечком, а мы приготовим начинку. Для начинки возьмем одно яйцо, нам понадобится в тесте именно белок, поэтому его я отделю вот сюда в мисочку, чтобы сейчас взбить. А желтком мы будем покрывать сверху уже готовые сочники перед духовкой. Посмотрите, белок взбился. Теперь сюда отправляем 2 столовые ложки сахара. И теперь перебиваем, чтобы растворился сахар. Посмотрите, какой густючий получился белок. Хорошо, отставляем его в сторону. И я беру творог. Творог у меня суховатый, такой прессованный. Если у вас влажный творог, в нем много жидкости, отбросьте его на марлю, чтобы он немножечко сбежал. Так, теперь перетираем вот так вот вилочкой творог. Теперь готовый белок вот так вот соединяем с творогом. Оп. Так, вилочка нам не пригодится, будем делать все силиконовой палочкой. Вот этой. Хорошо, теперь вот так вот аккуратненько перемешиваем. Сюда сразу отправляем столовую ложку сметаны. Оп-оп. И теперь вмешиваем, чтобы белок вмешался в творог. Явного белка, чтобы и не было. Так, и столовую ложку муки. Больше не надо,
Но чтобы творог не потек, хорошо держал форму, теперь перемешиваем с мукой. Получается такая воздушная, пышная масса. Хорошо, все, перемешали, начинка готова, тесто готово. Сейчас будем собирать сочники. Тесто делим на 4 части, так будет удобней. Берем одну часть теста, делаем из нее, такой шарик. Теперь нужно раскатать его. Приблизительно 0,3-0,5, не больше, чем полсантиметра. Теперь у меня есть такие вырубки, тут 11 сантиметров и 9 сантиметров в диаметре. Можно делать большой кружкой, предположим. Я делаю ими, так удобней. Вырезаю кружочки. Значит, смотрите, посередине тесто должно быть чуть-чуть тоньше, чем по краям, поэтому я делаю пальчиками, чтобы было просто быстрее. Можно сделать скалкой. Так, смотрите, вот так вот, оно будет чуть-чуть тоньше. Выкладываем немного начинки вот сюда на одну половинку. Теперь приподнимаем тесто и накрываем тестом второй частью сочника, вот так. Теперь края вот эти чуть-чуть нужно приплюснуть вот так между собой, видите, вот тут. Так, вот, собственно, одна заготовочка готова. Как я перекладываю? Значит, либо вот этим ножом, либо я вот такие лопаточки у меня деревянные есть. Уже подготовьте противень с пергаментной бумагой. Оп. Смотрите, какая красота. И делаем следующий. Когда подготовили сочники, берем вот этот желток, который у нас остался, и желточком смазываем сверху. Можете в желток добавить немного молока. Предварительно духовку разогрейте на 180 градусов, отправляем в горячую духовку приблизительно на 25 минут. Последние 5 минут можно печь на 160 градусах. Выняли сочники из духовки, они должны полностью остыть, кушать их нужно холодными. Вот какие сочники получились. Посмотрите, румяные, красивые. Таких, конечно, в магазине сейчас не купишь. Ну хорошо, пробуем. Разломаем. Посмотрите, как смотрится внутри. Тут видно больше теста, тут видно, какой получился творог. Хорошо, пробуем. Очень вкусно пахнет. Нежные. Творог вообще воздушный. Действительно, как взбитый белок. Вот такой воздушный творог. Очень-очень вкусные. Вот как дома. Не такие, как продаются в магазинах. Сейчас невкусные сочники. Это очень-очень вкусно. Нежное тесто. Посмотрите, какое в разрезе. Очень вкусно. Творог очень нежный. И вот оно... Почему называется сочник, я даже не знаю. Но действительно, творог такой нежный из-за взбитого белка. Вот не как ватрушки, например, мы делаем. Совершенно не так. Очень вкусно. Так, доживала, крошек нет. Очень вкусно. Хорошо, вот такие были домашние сочники сегодня. Обязательно приготовьте. Я думаю, что вам очень понравится, потому что, очень вкусно. Правда, это очень вкусно. Всем рекомендую настоятельно. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, делитесь этим видео, приготовьте этот рецепт. Пока!